Ну, традиционно мы стали скидывать бочки, но тут проблема была в следующем, что они замолкали, но потом оглушенных, там, убитых оттаскивали и вставали заново. И как бы радикально проблема с сбросом бочек, она не решалась. То есть она решилась в случае там, с Бониным в связи с тем, что гарнизон стал капитулировать, соответственно, по паттерне прошли к гарнизону кофра и сказали, ну, все, мы сдаемся. Поэтому вот эти вот перекидываемые через ров лестницы, то в чем была суть? Скидываем бочки, бабах, эти затыкаются, перекидываем лестницы, мы забираемся на вал. То есть на валу сидят уже советские пехотинцы, штурмовики, тут очухиваются или там заменяются новым составом те, кто стреляет из амбразуры, они снова стреляют вдоль рва. Там очередную паузу на накопление сил дал огнеметчик. Вот это такая вот интересная фигура в штурме Познани. Рефрейтор Ираклий Сербеладзе. Значит, он подобрался к редуту и сжег гарнизон, дал еще одну паузу. Заранее, опять же, скидывали небольшие заряды, но, тем не менее, там завязали постройки внутри цитадели, но радикально пока еще не решалось. Потери, на самом деле, были не очень большие, то есть там вот за первый день штурма вот 82-я дивизия потеряла 28 убитых, 80 раненых. Понятно, что не так плохо, но и нельзя сказать, что прям это происходило бескровно. Строит мост через ров, чтобы перетаскивать. В чем проблема? Дальше штурмовать. Это форт, то есть у него внутри еще сооружения. Надо перетащить туда артиллерию и уже ходить по двору и всех там отстреливать все эти сооружения. Артиллерия. Грузоподъемность 1,5 тонны, чтобы, по крайней мере, хотя бы ЗИС-3 туда перекатить. А этот мост его построили, но его бах-бах фуз-патронами сносит. Стали строить в сторонке, чтобы не достреливало фуз-патронами. Тоже опять скидывают бочки, бабах, затыкаются, строим мост, очухивались, опять бочки, и так, в общем, по циклу. Еще один человек, сержант Геннадий Копейкин, 1926 года рождения. То есть ему было, в общем, 19 лет. Сам гранатами поставил дымовую завесу по веревке, спустился в ров, подполз на 15 метров к амбразурам, выжег гарнизон. Перебрался через ров, огнесмесь была, сжег каземат, представлен Красному Знамени. Но, тем не менее, бои идут, подходят к ядру крепости Кернверк. Это еще одно сооружение, то есть сбоку идет 74-я ГВСД, значит, бьется за вот эти редуты, помаленьку накапливаясь внутри. Здесь стоит Кернверк, это была тюрьма. Традиционно бочки, бабах, перебираемся, орудиями пробиты дырки, врываются, значит, в казематики, которые были для узников. Там неизвестно, кто был, то есть я не нашел сведений о том, кто там сидел в этой тюрьме, то есть, может быть, это там использовалось для каких-то репрессивных целей. Вообще Познань, она, кстати, отличилась тем, что там был первый опыт по убийству циклоном Б. То есть один из фортов, до того, как их стали штурмовать, он использовался для такого эксперимента, по-моему, дело было в 1942 году. Ну и, кроме того, тюрьма, и, соответственно, тюрьма – это камеры, ряд камер и коридор. И вдоль этого коридора стреляют пулеметы. Соответственно, высунуться в коридор, можно, конечно, высунуться, там, гранату кинуть, но тоже как-то дело идет не очень. То есть вот этот Кернверк, его своротить не удавалось. Тем временем, там 21 февраля строят порт. Очередной мост через ров. Там перетаскивают сколько-то орудий. И, так сказать, дело помаленьку налаживается, но нельзя сказать, что прям вот все хорошо. Потому что вот это вот пока еще сооружения, вот эти казематы, они продолжают периодически оживать. Причем проблема была еще в том, что немцы придумали, как мешать сбросу бочек в ров. Так-то вот этот вот цикл шел, сбросили, взорвали, и так по циклу. И, соответственно, это резко затруднилось. Есть огнеметные Т-34. Они подъезжают по этим самым гробикам, склепикам, но из огнемета достать до амбразур, который стреляет вдоль рва, не получается. Находят тут водопроводчика, поляка. Поляк-водопроводчик говорит, у немцев есть арка-проход, который можно, что называется, не строить мост, а просто обвалить кусок рва и по дну рва доехать до его торца, в торце арка.
и вторцерка, вы врываетесь туда вовнутрь. Причем он это объяснил, сам он говорит, я там в крепости работал, и там арка шириной 3,5 метра, но в крайнем случае вы его там расширите, там можно танк загнать. Сначала ему, причем, не особо послушали, и начали еще, кстати, пытаться заваливать не только бочками, но и пытаться радикально решить проблему, потому что вот этот вот цикл сбросили, взорвали, он все же оставлял окна, когда немцы подползали и начинали снова лупить из пулеметов. Стали закидывать всяким мусором рвов, чтобы навалить гору мусора, которая загораживает это. Причем в процессе принимали участие местные жители в количестве 400 человек. То есть, на самом деле 400 человек местного населения, я чувствую, немцы их сильно достали, потому что они, так сказать, подносили, там есть фотографии, всякие там ящики, всякие, и вот этим мусором постепенно закидывает. И в одном из отчетов написали, что 400 местных жителей, вот так вот, видимо, подползая и кидая всякий мусор, они, в общем, справились с полученным задачей. То есть, в общем, частичная задача была решена. А что еще сделали, чтобы, опять же, уменьшить цикл обстрела? Завалили мусором. Кроме того, во рву там вообще немцы использовали все эти фортификационные сооружения как заводы. Соответственно, там под всякими легкими прикрытиями стояли станки. И частично это, конечно, нарушало целостность обороны. Значит, стоит поперек рва такой бетонный, заборчик. Поставили 2 ДШК. И, значит, лупили просто вот непрерывно. То есть, видимо, пока один перезаряжает, или там меняет ствол, второй стреляет. Так по очереди стреляли в стену. То есть, стен, я думаю, просто живого места не было. То есть, там по ним стрелял, значит, и огнеметчик Сербеладзе, этот парень 19-летний, я думаю, что другие огнеметные танки. То есть, там был удел. Просто сейчас мы это не увидим, потому что там на этом месте парк. Значит, мост все равно построить не удается. Он просто, у него грузоподъемность 10 тонн, а хочется туда загнать сразу Б4 и, так сказать, или Су-152, и там все вынести. То есть, там бой уже идет. На самом деле, там помаленьку Сербеладзе продолжает сжечь в буквальном смысле. То есть, он как бы расстрелял огнесмесь, как опять же написано. Его представили Герой Советского Союза, но героя не получил. По неизвестным причинам. Может быть, какой-то залет был. У меня версия, что залет. Он, значит, расстреливает огнесмесь своего огнемета, возвращается обратно, видит раненого товарища, он его перевязывает, говорит: так, ты иди в тыл, вот тебе пустой огнемет, я беру твой, и продолжает сжечь. Там бой уже идет внутри крепости. Но, тем не менее, вот эта вот эпопея с мостом, она, конечно, облегчала жизнь в плане переправы легких орудий, но хочется взять и надо всех порвать. Сербеладзе надо было переименовать в Fireman. Да, то есть, это на самом деле он пережил войну. Я думаю, что жаль, что его не опросили, опять же. Жалко, он не был драпкинизирован, что называется. Вот очень это... Да, вот, да, потому что он дожил, по-моему, я там смотрел, он чуть ли, по-моему, до 85-го года, если смотреть по подвигу народа, то есть, он получил отечку в 85-м году. Значит, вспоминаю, значит, водопроводчиком, я вам говорил, не надо было, сутки, на самом деле, провозились с очередным циклом, вот этим вот постройки моста. И что делают? Вот этот вот ров, у него шурфы сверлят, закладывают там 1,5 тонны взрывчатки, громкий бабах, это все обваливается, и образуется такая аппарель, по которому вовнутрь заезжает в 3 часа 23 февраля в цитадель въезжают 4 огнеметных танка и затаскиваются 6 203-мм орудий. После этого, то есть, они продвинулись вовнутрь крепости и, соответственно, в общем, уже вполне могли... Дело пошло веселее. Да, нет, там и так 76 пушек, там уже была пара десятков, даже больше там, наверное, и, в принципе, дальше уже вполне можно было перестрелять все внутри. Строили, опять же, и мост большой грузоподъемности, то есть, там, в принципе, шло процесс параллельно, то есть, если не взлетит в одном месте, заработает в другом. То есть, на самом деле, 203 уже не пришлось стрелять, потому что гарнизон капитулировал. То есть, вот этот вот человек Гонал, он уже понял, что надо там или прорываться, или сдаваться. То есть, сам он застрелился. Как дело развивалось. То есть, ночью уже было понятно, что
так сказать, гремят взрыв, 1,5 тонны взрывчатки, я думаю, на них тоже произвели впечатление, все было понятно, и они там радировали в радиостанции, сбиты на узком пространстве, прорываться или сдаваться. Ну, им, естественно, уже там ответа они не получили. Ну, и там было 4 солдата, которые были в советском плену, которые были отправлены парламентерами, но обратно их как бы не отдали, но их решили послать обратно о переговорах. И, в принципе, уже там в 8-9 утра 23 февраля началась капитуляция цитадели, потому что они были полностью обречены. И как бы понятно, что когда вовнутрь цитадели уже ввели, то есть как бы суть последних боев была в том, чтобы туда загнать тяжелую технику и оставшиеся фортификационные сооружения просто со двора перестрелять, то есть сжечь танками огнеметными или перестрелять из 203. И так уже имея такие достаточно плотные очаги сопротивления, взять, например, Кернверк с тыла. Не мучиться там с преодолением этих коридоров простреливаемых. Казалось бы, борьба за Познань на этом завершилась. Но нет. Молодой генерал погиб. Ну да, свежеиспеченный генерал погиб. Матерно, естественно, сдался. То есть, он там сразу сделал правильный выбор. То есть, он, в общем, потом пережил плен. То есть, он, в общем, вполне вернулся, по-моему, в свою, так сказать, родную Австрию. Но были еще энтузиасты, которые, значит, решили рвануть из города. Довольно большая группа, которая под покровом ночи, на самом деле, во второй половине дня 23 февраля, то есть, они где-то там спрятались, да, пока всех там зачищают, вытаскивают. И, значит, они бегут, натыкаются на химроту 82-й гвардейской стрелковой дивизии. На них идет отряд, на самом деле, как химики потом писали в отчете, с 4 пулеметами, то есть, там достаточно приличная группа. Поскольку на них шла большая толпа народу, они мобилизовали срочно 24 человека польской самообороны. То есть, опять же, надо понимать, что были поляки, которые сочувствовали Красной Армии и готовы были воевать плечом к плечу, без всяких воплей о том, что мы представляем лондонское правительство. И тут как бы вот форт Познань, это вот принадлежит лондонскому правительству. Они просто честно участвовали в бою, вооружили их трофейным оружием. Трофеев было завались, поэтому их просто без проблем вооружили. В итоге вот эти вот окруженцев, которые прорывались, вот эту группу, и взяли в плен 73 человека, еще 60 осталось на поле убитыми. Соответственно, какой был счет? Химики вместе с польской самообороной потеряли 4 человека убитыми, 6 человек ранеными. То есть, в общем-то, соотношение убитых 1 к 15. Что для химиков, людей, в общем, непрофильных, понятно, что они там имели подготовку, но, тем не менее, это такое хорошее соотношение, учитывая, что они вели бой. Поляки, небось, скажут, что это наши все да, перестреляли. Понятно, да. Ну, нет, там, на самом деле, как бы у химроты вот как раз-таки на этот случай следующий день, спустя, ну, уже наступает день, спустя сутки после официальной капитуляции, обнаруживается еще одна группа немцев, с которой химрота вступает в бой, который шел несколько часов. На этот раз взяли 71 человека, включая 13 офицеров. Свои потери: 5 человек убитыми, 7 ранеными. То есть, тоже, в общем, вполне удачно провели этот бой. Ну, и в итоге, опять же, 8-я гвардейская армия отчиталась о взятии в Познане 17 150 солдат и офицеров противника, включая генерала и полковника. Соответственно, Гоннелл действительно застрелился, его обнаружили в редуте номер 4 и опознали консилиумом из пленных штабистов. То есть, их собрали и сказали: это ваш комендант? Да, комендант. Окей, все. Вопросов больше нет. Но так, конечно, штурм Познани стал такой генеральной репетицией, и это была очень важная школа именно в плане использования трофейных фаус-патронов и эффектов, потому что именно по отчетам написали: эффективность фаус-патрона огромная. В основном все разрушения производятся силой разрыва. Осколочное действие мало. Если разрыв фаус-патрона на расстоянии 5-7 метров от человек получает сильную контузию, а часто даже и смертельную. Поэтому как бы карманная артиллерия гарнизона, она на самом деле существенно повысила возможности. И набрав вот эти трофеи, реально в донесениях о боевом численном составе 8-й гвардейской армии там зачеркнуто 50 мм миномета и написано фаус-патроны. И там по несколько сотен фаус-патронов было. Значит, какой израсходовали
С 24 января по 23 февраля, в основном, понятное дело, артиллерия это все, было израсходовано 315 682 выстрела снарядов и мин всех калибров, включая 331 снаряд 280 мм, 203 мм 3800. То есть город гвоздили хорошо. Да. Реактивный снаряд М-31 4107. Обалдеть. Значит, количество боеприпасов – это 5000 тонн веса или 400 вагонов. Снарядов 152, расстреляли, кстати, не сильно больше, чем 203, то есть в основном 4668. Одновременно расстреляли, пехотинцы расстреляли 6 миллионов патронов, 6 миллионов винтовочных патронов и 5 миллионов автоматных. То есть в Познане стрельба 130 тысяч ручных гранат и 7 тысяч трофейных фуспатронов. Значит, точная цифра безвозвратных потерь за Познань 4887 человек. Это подтверждается захоронением. Но, тем не менее, Познань была взята штурмом. Потери все же, конечно, ощутимые, но не фатальные. Это как бы не советско-финская война. И был получен опыт, который использовали на всю катушку в штурме Берлина. То есть Чуйков, повернув, он, конечно, шел на поводу, это был такой эго-трип, то есть для того, чтобы повторить Лодзь, но реально он получил школу. То есть школу штурма города, которая оказалась очень ценной, когда 8-я гвардейская армия пошла на Берлин. То есть она была морально готова ко всем вот этим узким улочкам, стрельбе фуспатронов со всех сторон, обзавелась колоссальным количеством своих фуспатронов, опять же, практику применения. И я так думаю, что без опыта Познани потери в Берлине у Чуйкова были бы больше. Просто банально больше, ввиду того, что понадобилось нарабатывать тот же самый опыт, но уже, так сказать, в условиях Берлина, и в Берлине там и баррикады, там не было фортов, но, вообще говоря, опыт Познани показывает, что форты, они были даже не самой большой головной болью. То есть, вот эти вот череда кварталов железобетонных, она составляла не меньшие проблемы. Пережив вот этот вот штурм, форты, валы, дворцы. То есть, на самом деле, там Познань – такой город средневековый, там высоченный, там Королевский дворец, за него, правда, боя особо не было. Там университет, и перед ним стоял, есть фотографии уже даже послевоенной, стоит сожженный Т-34 огнеметный. Но этот район, там, видимо, так сказать, уже обошли его, оставили. То есть, там каких-то серьезных боев по отчетам не было уже. Так что, вот такой был штурм. И, в общем-то, из города Познань, по крайней мере, по тем сведениям, которые имеются, там, по-моему, никто не вырвался, только те, кто потом рассказывали, они были из числа пленных. Очень интересная, познавательная история, на самом деле. Это у нас такой первый камешек в изложении событий 1945 года. Да, 1945 год, что называется, в эти дни, 75 лет назад, и действительно можно будет, опять же, про Кюстрина рассказать. То есть, это такие малоизвестные страницы. То есть, если все же Берлин, про него сказано много, но и будет что сказать. Конечно. Да. Бреслау, на самом деле, я даже рассказывал несколько, может быть, больше, чем есть в текущем издании крепостей. Угу. То есть, я припас часть эксклюзива для канала «Тактик Медиа». Спасибо огромное, Алексей Валерьевич. Спасибо. Как всегда, очень здорово. Приходите к нам еще. Обязательно. Да, спасибо, друзья. До новых встреч. До новых встреч.